Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Евгения Ващенко, и наш канал «Семейный хендмейд». В первую очередь я бы хотела поздравить вас всех с наступившим Новым годом и пожелать вам самого главного – счастья, здоровья и любви. Потому что если эти три составляющие будут в вашей жизни, то и все остальное, что вы сами себе желаете, обязательно сбудется. Ну а теперь перейдем к теме нашего видео – папье-маше. На моем канале уже есть рецепт массы папье-маше, и он очень многих заинтересовал. Именно поэтому я решила поделиться с вами еще несколькими вариантами масс папье-маше и ответить на ваши вопросы, которых, кстати, накопилось немало. Ну что, приступим? Начнем с рецепта, который уже есть на моем канале. Наливаем 250 грамм клея ПВА в емкость, в которой будем замешивать массу. ПВА удобнее использовать универсальный, так как он не такой жидкий, как канцелярский, и не такой густой, как столярный. Но в целом масса получится на абсолютно любом виде ПВА, просто бумаги уйдет чуть больше или меньше. Теперь в клей вмешиваем 40 грамм туалетной бумаги, это примерно 115 прямоугольников двуслойной бумаги. ПВА можно заменить клейстером, если по каким-то причинам вам это нужно, но бумаги, скорее всего, вам понадобится чуть больше. Бумагу нужно разделить на слои, то есть из 115 двуслойных прямоугольничков у вас получится 230 однослойных. Вмешиваем бумагу постепенно, по одному прямоугольнику, хорошо размешивая его с ПВА. Как понять по консистенции массы, что бумаги достаточно, ведь ПВА бывает разный по густоте. Когда масса станет достаточно плотной и будет хорошо держать форму, а бумага будет вмешиваться все хуже и хуже, то на этом можно остановиться. Здесь нет какого-то конкретного числа прямоугольников. Можно замесить 230 однослойных кусочков, а можно 250 или 200. Поверьте, когда вы будете замешивать массу, вы почувствуете, что бумаги достаточно. Просто доверьтесь своим ощущениям. Теперь в массу добавляем 1 столовую ложку жидкого мыла или любого средства для мытья посуды. У меня это фейри. И как следует вымешиваем массу. Зачем это делается? Во-первых, масса становится более пластичной и приятной на ощупь. Ну а во-вторых, ради отдушки. У массы появится запах того средства, которое вы добавили. Дальше добавляем 1 столовую ложку глицерина или любого косметического масла. Растительное масло по возможности лучше не добавлять, так как оно может прогоркнуть и дать соответствующий запах вашему изделию. Эта добавка также повышает пластичность массы. Теперь в массу добавляем 100 грамм муки и 50 грамм крахмала. Крахмал можно использовать любой, и кукурузный, и картофельный, а муку строго пшеничную. И как следует вымешиваем массу. Очень многие спросили, можно ли делать массу без муки или без крахмала. Ответ можно, и 2 рецепта в этом видео будут именно такие. Но вы не получите массу, из которой можно лепить так, как из массы по этому рецепту. В комментариях я часто читаю, что масса получилась то слишком жидкой, то слишком густой, у кого-то она липнет к рукам, у кого-то она совсем не липнет. Друзья, массу папье-маше невозможно испортить. Если у вас получилась жидкая смесь, добавьте крахмал. Если густая, добавьте ПВА. И не забудьте, как следует ее вымесить. Для меня это идеальная масса, с ней достаточно легко работать. Из нее можно лепить все, что угодно. Статуэтки, копилки, картины и панно, вазы и многое другое. Прорабатывать как крупные, так и мелкие детали. Ей можно заполнять молды. Изделие из такой массы не нужно шкурить, если при лепке вы хорошо выровняете поверхность. И то, что при замесе массы не нужно использовать блендер, на мой взгляд, также большой плюс. Из минусов я могу назвать только 2. Из-за добавления муки и крахмала изделия получаются более хрупкими по сравнению с изделиями из других масс папье-маше. То есть, если вы уроните поделку из этой массы, то есть вероятность, что у нее могут отколоться какие-то мелкие детали или поделка полая внутри может треснуть и разбиться.
Второй минус – это не очень длительное хранение массы. Уже через неделю масса становится менее пластичной и с ней будет не так приятно работать, как в первые дни. Раньше я добавляла лимонный сок вместо консерванта для хранения, но в целом, так как массу желательно использовать в первые 5 дней, лимонный сок можно не добавлять, так как за этот срок масса и так не успеет испортиться, то есть покрыться плесенью. Второй рецепт папье-маше специально для тех, кто не хочет добавлять в массу муку. В целом пропорции этапа работы очень похожи. На 120 грамм клея ПВА берем 25 грамм туалетной бумаги, или, как в моем случае, салфеток, и все как следует перемешиваем. Как видите, туалетную бумагу вполне можно заменить салфетками или бумажными полотенцами, правда их также желательно разделить на слои, чтобы они лучше растворялись. Многие спрашивали, почему я замешиваю массу вручную. Мне удобнее сразу замешивать массу руками, чтобы чувствовать, что бумага растворилась и не образовалось комочков. Но даже если вы начнете замешивать массу миксером, то когда она загустеет, вам все равно придется дальше работать руками, иначе вы просто не сможете вместить нужное количество бумаги. Добавляем в массу 1 столовую ложку жидкого мыла или средства для мытья посуды и 1 столовую ложку глицерина или любого косметического масла и хорошо вымешиваем. Эти два компонента не играют главной роли ни в одном из 5 рецептов, поэтому их можно и не использовать, но все-таки их присутствие добавляет пластичности и приятного аромата всем перечисленным массам. Теперь добавляем в массу примерно 10 грамм крахмала и как следует вымешиваем массу до однородного состояния. Для чего нужен крахмал? Крахмал помогает убрать лишнюю жидкость из массы и получить желаемую консистенцию папье-маше. Плюсы этого рецепта папье-маше. Из массы можно лепить, хотя и не так удобно и легко, как по первому рецепту. Итоговые изделия достаточно прочные. Минусов будет чуть больше. Как ни выравнивай поверхность, в итоге она все равно будет бугристая. При лепке масса сильно махрится и липнет к рукам. И из этой массы невозможно вылепить какие-то мелкие детали. Вывод. Этот рецепт имеет право на жизнь только в том случае, если вы по каким-то причинам не хотите добавлять в массу муку. В остальных случаях он, естественно, уступает первому рецепту по всем позициям. Хранить все массы папье-маше нужно в холодильнике, в герметично закрытой емкости или завернутыми в целлофановый пакет. Переходим к третьему рецепту. Это папье-маше не для лепки, а для создания поделок путем обмазывания массой основы. Здесь все очень просто. Замешиваем 40 грамм туалетной бумаги в 250 граммах клея ПВА. Добавляем по 1 столовой ложке моющего средства и глицерина и 1 столовую ложку шпатлевки. То есть это рецепт для тех, кто не хочет использовать ни муку, ни крахмал. И вы даже можете не добавлять шпатлевку. Правда, она помогает сделать изделие более гладким после высыхания, то есть помогает добиться меньшей усадки массы. В итоге вы получите массу, которой можно обмазывать заранее сделанную основу. За основу для всех видов папье-маше можно брать все что угодно. Банки, бутылки, фольгу, пластик, пенопласт. Конечно, можно использовать и картон, но только имейте в виду, что он может деформироваться как из-за имеющейся в массе жидкости, так и из-за дальнейшей усадки. Я не могу назвать этот рецепт идеальным для такого вида папье-маше, зато он очень прост в изготовлении. А застывшее папье-маше можно резать? И как лучше вырезать дверь для конфет, полусферу и так далее? Не осыпятся ли края? В идеале, конечно, лучше наметить будущее отверстие еще во время лепки, так будет проще в дальнейшем его вырезать. Но даже если вы этого не сделаете, то папье-маше можно аккуратно разрезать острым канцелярским ножом. Главное, не спешите и не пытаться сделать разрез в одно движение.
А вот вторым идеальным папье-маше для меня стал рецепт под номером 4. Это снова папье-маше для обмазывания заранее приготовленной основы. Но в этом рецепте мы будем использовать не салфетки или бумагу, а картонные лотки от яиц. 50 грамм лотков измельчаем, причем не обязательно так мелко, как у меня, просто мне так удобнее их хранить. И заливаем кипятком. Даем постоять минут 10 и измельчаем в блендере до однородной каши. Чем подкрасить массу, чтобы сразу была цветная? Если хотите, можете добавить в массу гуашь, акрил или любой имеющийся краситель, но имейте в виду, что при высыхании цвет изделия станет на несколько тонов светлее. Чем можно раскрашивать готовые изделия? Абсолютно любой краской. Я раскрашиваю акрилом, так как он, в отличие от гуаши и акварели, не смывается водой. Ну а с маслом я, к сожалению, работать не умею. Отжимаем руками лишнюю воду и складываем в емкость, в которой будем замешивать папье-маше. Кстати, очень сильно отжимать не нужно, иначе у вас могут появиться комочки в массе. У меня вес отжатой массы 212 грамм. Вернемся к вопросам. Можно ли детям работать с такой массой? Здесь нужно понимать, про какой возраст детей вы спрашиваете. Для совсем малышей намного интереснее играть с тем же соленым тестом, чем с папье-маше. Кстати, если вам интересны мастер-классы по соленому тесту, пишите в комментариях. Моей дочке 5 лет, и папье-маше ее не заинтересовало. А вот самодельный пластилин, рецепт которого тоже есть на моем канале, подходит для ее целей идеально. Если вопрос про школьников, то я не вижу ограничений. Они точно не захотят съесть эту массу, поэтому, конечно же, можно. Покрываете ли вы свои изделия лаком? И если да, то каким? По возможности стараюсь покрывать. Если делаю что-то в подарок, то обязательно покрываю. Если для себя, то могу и забыть про это. Так как я раскрашиваю акрилом, то, соответственно, использую акриловый лак. Большие изделия покрываю аэрозольным акриловым лаком, небольшие художественным акриловым лаком кистью. Вернемся к массе. Добавляем 150 грамм ПВА. У меня 100 грамм универсального и 50 грамм столярного. Но можно использовать и только универсальные, или столярные, или любой другой. 1 столовую ложку глицерина или любого косметического масла. Примерно 85 грамм шпатлевки и 80 грамм крахмала. Как следует вымешиваем массу и убираем в целлофановый пакет или герметичную емкость в холодильник примерно на 10-12 часов. Обычно я замешиваю массу вечером, а работать с ней начинаю только на следующий день, чтобы масса успела выстояться и сделаться однородной. Это относится ко всем моим рецептам папье-маше. А как изделия переносят время, насколько они долговечны? После полной просушки, если изделие не подвергается воздействию влаги, время не страшно. Можно ли сделать из этой массы поделки для улицы? Нет, эта масса не подходит для уличных поделок. Даже если вы покроете поделку несколькими слоями лака, все равно есть риск того, что изделие впитает влагу и испортится. Можно ли сделать из этой массы посуду? Можно, но только в декоративных целях. Есть из этой посуды, конечно же, не стоит. Как добиться, чтобы поверхность получилась гладкой? Массу по первому рецепту выглаживаем руками или кистью обычной водой. Для остальных масс лучше использовать разведенный клей ПВА. Чем лучше вы выровняете поверхность на этапе липки, тем более гладкое изделие получится в итоге. Эта масса хороша тем, что ей можно обмазывать воздушные шарики, делать из нее различные домики и статуэточки, а еще ей можно заполнять неглубокие молды. В итоге вы получите изделие, чем-то напоминающие вырубки для скраббукинга. Поверхность готового изделия получается достаточно гладкой и не требует шлифовки. Изделия получаются прочные и легкие. Сохнет масса, как и все остальные виды папье-маше из этого видео, просто на воздухе, примерно 1 мм за сутки.
Переходим к пятому рецепту. Заливаем 200 грамм измельченных яичных лотков водой и варим примерно 30 минут. Или можно залить лотки кипятком и оставить на несколько часов до размягчения. Теперь нам нужно измельчить эту смесь в однородную кашу. Чем лучше вы измельчите лотки, тем однороднее получится масса. Здесь очень многое зависит от вашего блендера. Например, мой блендер из прошлого рецепта справляется с этой задачей намного лучше, чем тот, который вы видите сейчас на экране. Также можно использовать и погружной блендер. Теперь нам нужно очень хорошо отжать воду. Удобно это делать через марлю или мешок для стирки, или, как делаю я, через москитную сетку. Как склеивать детали между собой и как скреплять с картонной основой. Массу по первому рецепту достаточно просто смочить водой в месте склеивания. Остальные массы нужно промазать клеем ПВА. Вес отжатой массы у меня получился 880 грамм. Добавляем примерно 190 грамм ПВА и как следует перемешиваем. Дальше добавляем 100 грамм шпатлевки и опять очень хорошо перемешиваем. Осталось добавить примерно 180 грамм крахмала, как следует перемешать, и наша масса готова. Приготовила массу, попробовала сделать оттиски в молдах и столкнулась с тем, что по краям остаются небольшие волокна, хотя сама отливочка получается гладкая и хорошая. Это свидетельствует о недостаточном вымешивании или же все сталкиваются с этой проблемой. Вы все сделали правильно. Это особенность папье-маше. Все волокна можно убрать наждачной бумагой или аккуратно подрезать ножницами. Почему изделие потрескалось при сушке? Скорее всего, речь идет о массе, нанесенной на какую-то основу, например, на воздушный шар. Видимо, вы сделали очень тонкий слой, и при высыхании масса дала усадку, а основа осталась прежнего размера. Вследствие этого появились трещины. Старайтесь делать слой папье-маше не тоньше 2-3 мм. В следующих видео я покажу, как работать с каждой из показанных масс и отвечу на ваши вопросы по лепке. Из этой массы хорошо делать основу, а именно оклеивать ей воздушные шары. По предыдущему рецепту нужно обмазать шарик 2 слоями массы с обязательной полной промежуточной просушкой. А с массой по этому рецепту будет достаточно одного слоя, чтобы получить прочную основу, например, для большого киндер-сюрприза. Конечно, поверхность не будет такой гладкой, как у первого и четвертого рецептов. Но можно, во-первых, зашкурить заготовку, но я этот процесс очень не люблю, поэтому сразу переходим к во-вторых. Можно сверху промазать заготовку массой по четвертому рецепту, и получится прочная и гладкая заготовка для вашего творчества. Ну а если вы хотите лепить из этой массы, то, конечно, можно попробовать, но лучше приготовить папье-маше по первому рецепту. Если после просмотра этого видео у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях, и я обязательно на них отвечу. А еще я хочу порадовать поклонников папье-маше. В процессе у меня несколько видео на тему лепки из разных масс папье-маше. Как только я их досниму и дообработаю, вы сможете посмотреть мастер-классы о том, как сделать эти домики, этого ангела и кое-что еще. Так что следите за обновлениями. Ну а на этом на сегодня у меня все, поэтому прощаюсь с вами, желаю вам всем отличного настроения и творческих успехов. До скорой встречи, пока-пока!